Так что к этой технике я еще обязательно вернусь. И очень хочу сделать, задекорировать чехлы на телефоны. Настал их час. У меня были вот такие чехлы. Это такие же, как я использовала под декодом. Я заказала их несколько, потому что они пластиковые, очень тоненькие и отлично сидят на телефоне. Смолу я беру для резинарта, она у меня еще осталась с моего первого знакомства с резинартом, а это было год назад. С ума сойти, как время бежит. И да, она пожелтела. Эта смола предназначена специально для резинарта, и она застывает довольно быстро, часов за 8, по-моему. То есть химическая формула ее утвердителя отличается от тех, что используется в смоле Epoxy Crystal Plus и Decor. А так как эта смола окрашивается, никакой желтизны не видно. Вот, например, я делала эту работу для рекламного видео, и вот эта часть — это белая смола, точнее смола для резинарта, которую я красила в белый цвет. Я думаю, вы наверняка видели этот ролик перед моими видео или где-то в середине. Так вот, видите, этот белый, он остался белым. Так что ничего не желтеет, и можно не бояться и пользоваться. Просто если бы смола застывала дольше 8 часов, не так быстро, там 24 или 48 часов, ее разные цвета, они бы, пока смола жидкая, а она находится жидкой долгое время, если она застывает 48 часов, это логично, ее цвета бы смешивались друг с другом, проникая друг в друга, и был бы градиент, не было таких четких граней, которые рисуются, например, на срезе камня, когда делают из смолы. В этом ее особенность. А то, что утвердитель желтеет, это просто скрывается под красителями для смолы или сухими пигментами, в зависимости от того, чем человек пользуется. Соответственно, эту смолу можно использовать для создания украшений, но только в том случае, если вы ее окрашиваете. Потому что делать что-то прозрачное и продавать это, если у человека это пожелтеет там через полгода-год, это такое себе. В общем, я беру красители для смолы и плюс буду окрашивать ее сухими пигментами. Еще я подготовила вот такие блестки и золотые элементы для декора. Я решила сделать, думаю, вы уже догадались, исходя из тех цветов, которые я взяла, космос. Обязательно защищаю поверхность стола, потому что смола будет стекать с чехлов и может капнуть мимо. Сначала я решила использовать в качестве подставки для чехла баночки с блестками. Надо же, чтобы он был на возвышении, чтобы смола с него стекала. И чехлы на них можно было даже зафиксировать с помощью двустороннего скотча. И так его очень удобно куда-то переносить. Только потом, да, я распределила эти баночки между двумя чехлами. Далее замешиваю смолу. Смола для резинарта от Epoxy Max смешивается в пропорциях 2 к 1. Хорошо перемешиваю и потом разливаю смолу для окрашивания. Самую большую часть смолы, оставшуюся в стакане, я окрашиваю в черный, потому что это будет основной цвет. Дальше стоял вопрос, что подложить под чехол, потому что смола совершенно точно будет с него стекать, а если это все будет растекаться по столу, работать будет не очень удобно. Поэтому я попробовала формы для блокнотов, но размера их обложки не хватало. Тогда я взяла форму для часов. Потом мне стало жалко баночки с блестками, на которые я приклеила чехол, потому что смола будет стекать и растекаться, и эти баночки будут в смоле. Так что я стала искать другие варианты. Силиконовые кошки были слишком низкими. Форма под кристалл оказалась неровной. В общем, я остановилась на стаканчиках для смешивания маленького количества смолы, которые придаются в наборах. От их стенок смола легко отходит. И дальше заливаю чехол основным цветом, а потом пробую добавлять понемногу другие цвета. Но я заметила, что основного цвета было все-таки недостаточно, и поэтому для начала я решила залить точно все черным, а потом уже на него добавлять цвета.
Я решила добавлять яркие цвета по тому контуру, который образовался у меня из первых цветов после добавления черного цвета. Вот сюда, короче. У меня не было четкой картины в голове, что я хочу в итоге получить. Я знала только сочетание цветов, которые я хотела. Поэтому я импровизировала. В видео Айсулу я видела, что добавление спирта действует довольно необычно на смолу. У меня дома не было ни водки, ни спирта, но зато был вот такой состав для рисования спиртовыми чернилами. Он нужен для того, чтобы на картине разбавлять цвета, словно акварель водой. А мы с вами уже видели, что спиртовые чернила очень-очень интересно ведут себя на смоле, причем я имею в виду сейчас не их проникание в смолу, а именно то, как они начинают двигаться на поверхности. Тут состав тот же, только без цвета, поэтому я взяла маленький пульверизатор и не стала переливать эту жидкость в него, а просто вставила сюда трубочку, при том, что размер крышки не подходил, но какая разница, трубочка-то внутри, и я сделала пшик. Вот сейчас, смотрите, пшик. Потом я решила добавить еще белое пятно, и вот справа вы уже можете заметить, как белая смола начинает расплываться от спирта. А пока вы туда смотрите, я пытаюсь что-то сделать с этим белым пятном, которое получилось слишком большим и слишком белым. На него я сделала еще один пшик. Смола продолжала стекать с чехла, а у меня осталась неиспользованная смола, поэтому я решила залить вот эту форму. Авось где-нибудь пригодится такой трискелион. Очищаю палочки для канапе, которыми работала, потому что их можно использовать еще раз. Я хотела залить еще один чехол, но большой показался мне ненадежным для такого декорирования, потому что он был не идеально ровным и мог искривиться под весом смолы, и она бы неравномерно стекала с него. Поэтому я взяла чехол поменьше. Да, кстати, я вам не сказала, но во время работы над первым чехлом я заметила, что маленькие дырочки для динамика и микрофона залились смолой. Поэтому тут я предусмотрительно решила залить их силиконовым клеем из пистолета, чтобы потом снять эту пробку. Вновь замешиваю смолу и окрашиваю ее. Тут я хотела сделать лесной чехол, поэтому взяла зеленый цвет и вот такие перламутровые цвета. И немного нежного розового. Заливаю чехол зеленым, и тут сталкиваюсь с той же проблемой, что и в часах-часодеях. Я совсем забыла, что он прозрачный, а по баночке этого не видно. Поэтому я добавила немного другого зеленого цвета, но и он тоже был прозрачноват, скажем так. Чтобы убрать эту прозрачность, я решила добавить немного черного. Получилось слишком много черного. В такие моменты может показаться, что ничего хорошего из этого уже не выйдет. Но, ребят, это резин-арт. Можно налить еще смолы, повозюкать чем-нибудь, палочкой деревянной или чем вы работаете, и будет складываться совершенно другая картина. Расстроившись и поэтому немного хаотично, очень хаотично точнее, я стала добавлять другие цвета. И потом сделала волшебный пшик. И смола стала двигаться.
Особенность этой техники, в частности, когда смола стекает по краям, заключается в том, что то, что вы видите, когда закончили работу, кардинально отличается от того, что вы увидите, когда эта работа высохнет. Чтобы этого не было, чтобы вы получали то, что нарисовали, нужно хорошо чувствовать смолу и знать, как она себя ведет, в какое время после того, как вы ее замешали. Мне же пока интересен этот эффект неожиданности, потому что смола продолжает стекать после того, как я оставляю работу, и картинка на ней продолжает двигаться. Когда смола довольно сильно загустела, а это было, по-моему, спустя часа 3 после завершения работы, я решила аккуратненько проделать отверстие для динамика и микрофона. Я просто протыкала дырочку и вытягивала потихоньку из нее смолу. Иными словами, просто проковыряла эти дырочки. И вот что получилось, когда смола застыла. Как видите, это далеко от того, что я оставила, но результат меня потряс. Эти отверстия получились очень даже хорошо, правда остались неровности от них, но это было скорее особенностью этого чехла. Точно так же, как и вот эти подтеки в некоторых местах. Остатки смолы легко отделяются от силиконовой формы. Не знаю, зачем я это говорю, вы это и так знаете. И, как видите, этот пластиковый стаканчик тоже легко отклеить от смолы. Теперь второй чехол. Посмотрите на него. Вы видите то же, что и я? Пишите в комментариях, что вам напоминает этот узор, а я свой вариант ответа напишу в описании. Здесь еще больше подтеков, и на телефоне чехол смотрится лучше, чем без него, мне кажется, но, к сожалению, этот чехол уже не на мою модель телефона. Я его сняла, потому что вспомнила, что не вынула силиконовый клей. Выковыривать его оказалось не так-то легко, как я думала, но тут все еще зависит от клея. Тут другой прикол. Пока я вертела чехол в руках, я заметила, что он стал отклеиваться от чехла. Прямо очень легко отходить. У меня были вот такие чехлы. Это такие же, как я использовала под Decoden. Уже в метро, ближе к обеду, он начал отклеиваться, а в обед и вовсе полностью отошел от чехла. И тут я подумала, что, возможно, дело не в герметике тогда было, а в этот раз дело не в смоле, а в этом чехле. Может быть, это какой-то особенный пластик, к которому ничего не липнет. И с точки зрения чехла для телефона это очень хорошо, он всегда будет оставаться чистым. Но это нехорошо, когда ты хочешь декорировать этот чехол. Так что теперь надо найти другие недорогие чехлы и попробовать на них. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным, и я вас вот так вот люблю. Пока!